Привет, меня зовут Лена. Сегодня я покажу вам, как приготовить ПП печенье. Вкусное, ароматное и хрустящее. Если вы когда-нибудь готовили песочное печенье, то знаете, что в его составе очень много сливочного масла, рафинированной муки и сахара. Но, как оказалось, можно обойтись без этих весьма неполезных ингредиентов. Печенье готовится очень просто, поэтому можно легко порадовать им себя и своих близких. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Цельнозерновая пшеничная мука, кокосовое масло, яйцо, разрыхлитель, подсластитель и ваниль. Итак, приступим. В чаше у меня 2 яйца. К ним нужно добавить 20 грамм кокосового масла и 2 чайные ложки жидкого экстракта ванили. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Сюда же всыпаем 220 грамм цельнозерновой пшеничной муки, 10 грамм подсластителя и 10 грамм разрыхлителя. Замешиваем тесто для печенья. В процессе замешивания следим за консистенцией. Тесто должно легко формироваться в шар и при этом не липнуть к рукам. Даже если вы точно повторите рецепт, оно может немного отличаться от моего из-за разницы в весе яиц или тонкости помола муки. Если ваше тесто липнет к рукам, то добавьте немного муки, буквально 1-2 столовые ложки. Если тесто получается такое рассыпчатое, как у меня, то нужно добавить 1-2 столовые ложки воды, не больше. Я добавлю 1, посмотрим, что получится. Вот уже видно, что тесто начинает формироваться в комок. Это и есть правильная консистенция. Подготовлю пищевую пленку. Собираем тесто и формируем из него шар. Плотно заматываем в пищевую пленку и убираем в холодильник на 1 час. По истечении часа достаем тесто. Посыпаем поверхность мукой и раскатываем пласт толщиной примерно 5 мм. Готово. Дальше нам понадобится противень. Я застелила свой силиконовым ковриком. Посмотрите, тесто очень пластичное, с ним легко и приятно работать. Любимые формочки, наверное, всех детей – это пряничные человечки. Я очень люблю звездочки, потому что они универсальные и прекрасно подойдут для украшения тортов. Только вдумайтесь, насколько отличается состав этого печенья от обычного песочного, а уж тем более от магазинного. Здесь нет быстрых углеводов вообще. Цельнозерновая мука – это все равно, что кашу поесть. Подсластитель, если вы выбираете натуральный и полезный, несет только пользу. Например, мой подсластитель содержит инулин, пребиотик, полученный из корней цикория. Он снижает уровень холестерина, способствует нормализации работы кишечника, укреплению иммунитета, имеет низкий гликемический индекс. Также в составе кокосовое масло. Использую именно его, так как оно имеет высокую точку дымления, то есть температуру, при которой любое масло начинает, так сказать, гореть, выделяет вредные вещества. В этой таблице указаны точки дымления других масел. Можно использовать любое нерафинированное масло, точка дымления которого выше, чем 175 градусов Цельсия. Именно при такой температуре мы будем готовить печенье. Получилось 2 противня. Отправляем их в разогретую до 175 градусов духовку на 15-20 минут. Печенье получается очень вкусное, в меру сладкое, немного хрустящее, с тонким ароматом ванили. Можно покрыть его шоколадной глазурью, рецепт которой уже есть на моем канале. Это очень вкусно и красиво. Спасибо за просмотр, ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!